По-моему, это мое любимое блюдо. До сих пор это был мой любимый опыт с Димашем. Я считаю, что он замечательный. Всем привет и добро пожаловать обратно на канал. Сегодня мы снова с Димашем, и я очень взволнован, потому что я собираюсь отреагировать на песню Amwire, которую сам Димаш написал, сочинил и создал. И причина, по которой я так взволнован, заключается в том, что по другим выступлениям я чувствую, что у Димаша есть замечательный способ самого себя и своего персонажа в своей музыке. И нет лучшего способа показать это, чем в песне, которую он сам создал. Я понимаю, что он создал эту песню для своих дорогих, для своих поклонников. И это звучит вполне в духе этого человека, не так ли? Хорошо, я надеюсь, тебе понравится то, к чему я стремлюсь. Күндер менен күндер жалғасқан өмір, мұң менен шаттық алмасқан сағым болып қалған өмір, сүйіктетіп сүюді үйреткен көңіл, Қолас еткеден еліктен сырлары көп шалған өмір. Сағын қоштарман, самға бошарман, ақ бұлттай арманға махаббат үміт алмайтын, жараланбайтын болса жалғанда, кейде жас көктем бол, түміктен бол, дауылдатсаң дағы өмір. Ризамын мен саған, ғашықпын мен саған, аялаймын тағдыр жылатта. Вау! С чего начать? Вот это да! Глубина текстов песен так хорошо соответствует моему пониманию Димаша как человека. Я думаю, что первое, что бросилось мне в глаза, когда я смотрел видео, было то, что он очевидно играет что-то вроде домашних фильмов о нем. Когда он в детстве начинал играть на пианино и начинаю петь. И это в некотором роде демонстрирует его прогресс на протяжении всего его путешествия. И я чувствую, что эта песня почти похожа на то, как он пытается осмыслить это путешествие, как он пытается осмыслить жизнь, в которой он живет, и как она стала такой, и то, что он делает. Я многому научился на этом пути. И я думаю, что, проходя через это путешествие, он выбирает некоторые вещи. Он понимает, что в жизни есть тайны, которые мы не можем разгадать. И я думаю, что одна из этих загадок — это время его течения и то, как он переживает все те события, которые он показал в своих видеороликах, к которым он не может вернуться. Я думаю, что здесь есть тема любви и того, что дали ему те, кем он себя окружал, и того, как он узнал, что значит быть любимым и что значит любить. И что это самая невероятная и простая, но в то же время трудная вещь, которую мы можем сделать. И, вероятно, это самое важное, что нужно уметь делать. Если бы ты подошел к Димашу и сказал: «Эй, знаешь, что если бы ты согласился на сделку, мы лишим тебя успеха, но оставим тебе любовь твоей семьи и то, как ты любишь свою семью. Или ты можешь сохранить свой успех, но этого у тебя не будет». Я думаю, что ты выбираешь любовь. Я думаю, он в какой-то степени осознает, насколько важна любовь. И я думаю, что это также отражается на его отношениях с поклонниками, на идее любви. И тогда ему начинает нравиться то, как он ценит жизнь.
Я думаю, что для того, чтобы ценить жизнь, нужно постоянно осознавать, насколько она ценна и как она может так быстро исчезнуть. И поэтому я думаю, что в этом есть что-то очень сосредоточенное на настоящем моменте. Может быть, что-то вроде я не могу до конца разобраться во всем. Я знаю, что любовь действительно важна, но что я точно знаю, так это то, что жизнь — это то, чем нужно дорожить и жить настоящим моментом. Именно в этом я до сих пор и нахожусь. Он прекрасно поет эту песню. Мне нравится, как он плавно переходит от более низкого диапазона к более высокому. Именно это он поет в Омии, что, конечно же, соответствует тону песни. Если бы он сейчас выступил с массивной балладой в этом месте песни, с текстами такими, какие они есть, и музыкой такой, какая она есть, это не имело бы никакого смысла. Не пойми меня неправильно, он, вероятно, дойдет до этого момента в песне, но сейчас это должно быть спето мягко, потому что именно об этом и идет речь в песне. Хорошо, давай продолжим в том же духе. Видишь ли, есть одна вещь, о которой я говорил, это понимание того, насколько ценна жизнь, и понимание того, как быстро все может измениться. И он только что сказал об этом в той песне, например, «Не сбивай меня с ног, жизнь». Он понимает, как жизнь, почти как этот характер жизни, настолько непредсказуемый и может так быстро отнять у нас что-то. Мне интересно, как бы выглядела ошибка со стороны Димаша. Я думаю, что мог бы ответить на этот вопрос. Что нужно сделать, чтобы он разочаровался в себе? Я думаю, что все это будет зависеть от его отношения к другим. Я не думаю, что Димаш почувствовал бы, что совершил ошибку или разочаровался в себе, если бы не блестяще исполнил песню или что-то в этом роде. Я думаю, что он просто был бы разочарован, если бы другие люди поступили неправильно, и это может выглядеть так, как он относится к людям и к своему окружению. Взаимодействие, но также и то, ради чего он делает свою работу в жизни. И я думаю, что его работа в жизни направлена на достижение мира, любви, понимания и сострадания. Возможно, если бы он не стремился к этим вещам, то, возможно, был бы разочарован. Cantante casado, Dimas, Димаш Кудайберген. Dimash, please welcome Dimash. Yep. Похоже, что с этими быстротечными годами, с течением времени, я думаю, он спрашивает себя, что же все это значит на самом деле. Ты знаешь, потому что наши жизни на этой земле приходят и уходят так быстро. Я думаю, он задает себе вопрос, как я могу наилучшим образом использовать это время, чтобы, когда я состарюсь, я оглянулся назад и подумал, знаешь что, ты проделал отличную работу. Сейчас он пытается разобраться в этом. Слишком многие из нас этого не делают. Мы не можем разобраться в этом сейчас. Мы не ставим себя на место наших 80-летних «я», не смотрим на то, где мы сейчас находимся, и не думаем правильно. Как мне заставить этого 80-летнего «я» гордиться своей жизнью, что я пережил сейчас, и как я себя вижу? Сейчас я скажу еще кое-что, что мне, возможно, трудно сформулировать. Но у меня такое чувство, что, наблюдая за его путешествием в Перископ и за некоторыми проявлениями ли, которые он испытывал, я думаю, он пытается проиллюстрировать чувство смирения. Я не думаю, что он верит в собственное величие. Вот что я понял из всего этого. Я действительно уверен, почему, просто у меня не складывается ощущение, что он. Я думаю, что он указывает на это, и это его почти удивляет. Он как будто с любопытством наблюдает за происходящим по сравнению с тем, как он погружен в историю о своем собственном величии, и в этом есть что-то прекрасное. Лучшие люди так и поступают. Они не верят в истории о величии, которые люди рассказывают о себе. Они понимают, что они всего лишь люди, и эта песня не о том, чтобы привлечь внимание к их величию. Речь идет о привлечении внимания к процессу поиска смысла и попыткам разобраться во всем этом.
қаралмасқан мағыналар басқан ашылар парақтан сапарлас тос табыстырған қош айтыстырған өмір жаратқан теңселтпекке менді келсең енді қол созғайсың маған өмір ризамын мен саған ғашықпын мен саған аялаймын бағалаймын тағдыр жылатпа арманың жолында әлі қолда өмір құлатпа қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа кешірім сұратпа. О, посмотри на эти песочные часы в конце. Идея о том, что время идет своим чередом. Он как будто пытается схватить облако. Такое чувство, что он смотрит на все эти воспоминания о том, как он жил такой чудесной и благословенной жизнью. И он полностью благодарен за это, и он хочет держаться за это. Он говорит жизни: дай мне это, позволь мне остаться здесь, позволь мне остаться в этом месте. Не приходи и не забирай это у меня. И, конечно же, причина, по которой он так говорит, заключается в том, что он знает, что жизнь в конечном итоге отнимет это у него. Верно? И есть что-то сокрушительное и душераздирающее в том факте, что наши замечательные переживания прошлого мы не можем вернуть и пережить заново. И, конечно же, каждый день, что мы живем на планете Земля, мы приближаемся на один день к трагедии. Жизнь конечна. Жизнь наших друзей и людей, которых мы любим, ограничена. И он, похоже, полностью осознает это, и эта песня, как признание и благодарность за то, что такое жизнь, но также и страстное желание держаться за нее как можно дольше. В этом есть какая-то печаль из-за того, что время уходит. Чувак, это так философски и так похоже на деньги. Для меня это самый ошеломляющий аспект существования, который заключается в идее, что время проходит, и мы не можем повернуть вспять. И тогда мы прекратите свое существование. И он полностью осознает это. И он использует это в своем воздействии на планету Земля. И он собирается сделать это таким образом, чтобы не купиться на свое собственное величие, что заставляет меня еще больше любить его и становиться еще более дорогим для него. Мне не терпится увидеть, как он повлияет на нас. Он собирается использовать все те прекрасные качества, которые он хочет привнести в мир сострадания, мира и любви, и он собирается распространить это среди всех людей вокруг. Я не могу представить себе лучшего способа жить, и я уверен, что многие люди в мире поступают точно так же. Все вы, дорогие, влюблены в него не просто так. Это потому, что качества, которые он воплощает, это те качества, которые вы цените в других людях и в самих себе. Значит, твое влияние не будет таким же, как мое, верно? Мое влияние может заключаться в том, чтобы поговорить с одним учеником таким образом, чтобы продемонстрировать эти качества сострадания и любви, и этого достаточно, не так ли? Сегодня вечером я ложусь спать, зная, что я прожил жизнь, которой могу гордиться, и ты сможешь сделать именно то, что нужно. То же самое. И Димаш не будет воспринимать себя как нечто отличное от тебя. Мы все просто человеческие существа в нашем собственном контексте, пытающиеся воплотить в жизнь эти прекрасные качества. И я думаю, что именно это объединяет нас всех. По-моему, это мое любимое блюдо. До сих пор это был мой любимый опыт с Димашем. Я считаю, что он замечательный. Хорошо, спасибо, что выслушал меня, и я надеюсь увидеть тебя снова. Береги себя, пока-пока.